Приветствую всех! В этом видео расскажу о некоторых методах диагностики электромобилей, построенных на агрегатах автомобилей Tesla. Начну с Mercedes Electric Drive. Здесь все просто. Диагностируем автомобиль через стандартный OBD2 разъем. Можно читать любыми мультимарочными тестерами. Правда, некоторые функции будут ограничены. Мы диагностируем с помощью Xentry Mercedes, у которой достаточно широкий функционал и большие возможности. Так, вот эти ошибки у нас имеются по трансмиссии. Связь с блоком управления преобразователь постоянно DC-DC имеет функциональное нарушение, сообщение отсутствует. Так, много очень ошибок. Ладно, удаляем их все. Ошибки все постирались. Так, пробуем. Далее немного сложнее диагностируется Toyota RAV4 EV. Этот автомобиль по системам электрооборудования напоминает мне коммунальную квартиру на две семьи, которые живут дружно, всегда общаются, но секреты в виде кодов ошибок у каждого свои и не лезут в проблемы друг друга. Но при этом диагностический разъем у каждого свой. Первый разъем стандартный OBD2 находится в привычном месте для многих автомобилей, у водителя в ногах. К нему можно подключить любую мультимарочную диагностику. По этому разъему можно получить подробную информацию по различным системам, не связанным с высоковольтной системой автомобиля. Как правило, мы пользуемся дилерской диагностикой Toyota TouchStream. Этой же диагностикой мы читаем любые Toyota, в том числе и гибридные. Если же появилась ошибка Check EV System, то тут приходит на помощь Tesla Powertrain. Уникальная в своем роде диагностика, созданная под конкретный автомобиль. Пока у нас не было этой диагностики, мы подключали Toolbox к этому автомобилю, но толковую информацию получить не смогли, поэтому этот вариант отпал сам собой. Некоторое время мы пользовались помощью Владимира Лещенко и его диагностического прибора Erwin Pro, к которому он удаленно подключался и проводил удаленную диагностику в телефонном режиме. Спасибо ему за эту возможность на ранних этапах нашего развития. С помощью Tesla Powertrain можно сделать полноценную диагностику ошибок высоковольтной системы, посмотреть фактические параметры в разных системах, проверить ID блоков высоковольтной системы, обновить прошивки высоковольтных систем. Правда, прошивки приобретаются отдельно. Правда, если проблема в батарее, то в отличие от Tesla, которая вводит показания напряжения по элементам батареи на монитор, RAV4 ничего подобного не делает. Поэтому нашими инженерами-электронщиками был сделан тестер BMB для проверки модулей батареи. Хотя это возможно только с разбором батареи. Следующий автомобиль – это и есть, собственно говоря, сама Tesla. У автомобилей Tesla Model S и Model X есть диагностический разъем OBD2, на котором есть один CAN-выход и питание. Но ни одна стандартная диагностика не подходит для диагностики ошибок. Вот Tesla Model X. На ней тоже есть OBD-разъем. Находится, в принципе, практически в штатном месте, как для других автомобилей. И на нем тоже есть CAN. Но по этому CAN можно прочитать только какие-то отдельные параметры. И при этом особо ничего не сделаешь. Такой же разъем есть на S-ке. Вот у нас стоит S разобранная. Этот разъем, вот он висит. Тоже в этом же месте. Ни одним мультимарочным сканером невозможно сделать что-либо на Tesla. Правда, есть программа, которая через ELM327 может считывать некоторые параметры, но это скорее интересная игрушка, нежели реальный инструмент. Основной инструмент при диагностике это Toolbox 2 и Toolbox 3. Второй Toolbox Offline позволяет делать калибровки систем для Tegra. Tegra это процессор в МЦУ, Tegra более старый производитель, затем Tesla перешла на Intel. Так вот, на Intel этих калибровок она может делать только по CAN-шине. Второй Toolbox не подключится к автомобилю в штатном режиме без Factory Mode. И самая большая проблема второго Toolbox в том, что он сильно глючит и лагает. Третий Toolbox это онлайн-приложение, доступ к Toolbox доступен только за деньги. Доступ на 1 час составляет ориентировочно $150. Если брать на больше, то стоимость уменьшается, но все равно очень дорогое удовольствие. По функционалу служит по сути для адаптаций при восстановлении и замене блоков авто после ДТП.
Toolbox 3 не позволяет загружать карты, менять конфиг, обновлять прошивки и так далее. Toolbox 3 не подключить к автомобилю, если на ней пропали сертификаты. Или старая прошивка на автомобиль, то резко ограничивается функционал. Второй и третий Toolbox не включает Factory Mode, Developer Mode, не сбрасывает Wallet и Pin to Drive. Это актуально для автомобилей, привезенных с аукционов США. Из полезных функций третий Toolbox переключает SIM-карту с внутренней eSIM на внешний слот. Можно подвязать иммобилайзер и запускать некоторые сервисные функции без разбора салона. Второй прибор, который мы используем, это Loki. С помощью Loki мы меняем конфиг машин, устанавливаем навигации, активируем чадема, в общем активируем весь скрытый функционал. Запускаем разнообразные сервисные режимы, открываем Factory Mode на всех Теслах со всеми прошивками, которые есть на сегодняшний день. В том числе и для подключения второго Toolbox к Tegri. Также расшифровываются алерты. По данным производителя, в библиотеке около 12 тысяч алертов. И что очень актуально при покупке автомобиля на аукционах, а к нам с аукционов поступает основная масса автомобилей, так это деактивация установленным предыдущим владельцем Pin to Drive и Wallet. Это секретные коды, без которых автомобиль не подвижен, даже если находитесь с ключом в автомобиле. Сейчас происходит загрузка карт. И еще огромный плюс, особенно для начинающих, имеет адекватную поддержку, в отличие от некоторых других существующих диагностик, с которыми сталкивались наши партнеры. Это небольшой обзор диагностики, который мы используем в нашей работе с вышеперечисленными автомобилями. Если есть какие-нибудь вопросы, пишите в комментариях. Также пишите, если будет интересно, что мы используем для других марок автомобилей. Спасибо за внимание и до скорой встречи. Пока!